Всем привет, друзья! Это полный обзор Samsung Galaxy M20. Видео с его распаковкой вышло в конце мая, а сейчас уже конец июня, и собственно возникает вопрос, почему обзор выходит так поздно? Неужели на то, чтобы познать этот телефон, мне понадобился целый месяц? Конечно же нет. Во-первых, у меня были дела по университету, и я чисто физически не мог уделить время съемки видео по вечерам после работы. А во-вторых, многие не знают, этот телефон идет из коробки с Android 8.1, и я на самом деле очень удивился, когда проводил распаковку, потому что я думал, что он-то будет идти с Android 9, то есть с One UI. Однако буквально сразу после распаковки пошли новости о том, что этот телефон все-таки получит One UI. Ждать мне обновления пришлось, правда, полмесяца, и может быть и хорошо, что обзор задержался. Потому что если бы я делал обзор на Android 8, я бы сказал, что это самый обычный среднячок с небольшими проблемами. А вот One UI и Android 9 это уже не просто обычный среднячок, это очень хороший выбор в околобюджетном сегменте. Потому что с One UI исправили практически все проблемы, которые присутствовали в этом телефоне. Но давайте обо всем по порядку. Естественно, начнем с корпуса. Сейчас трендом является пластик, который косит под стекло. Galaxy M20 в этом плане не исключение. Но в отличие от старшего собрата Galaxy A50, у которого прям сложно со стороны понять, что там стоит пластик, то тут это более очевидно. В руке лежит неплохо до того момента, пока у вас не начнут потеть руки, потому что когда они начнут потеть, он сразу начнет в них скользить. И стекло, и пластик любят собирать отпечатки, но в моем темном цвете этого практически не видно, даже если смотреть под углом на солнце. Пройдемся по элементам. Кнопки питания и громкости находятся на правом торце устройства. Нажимаются четко и не болтаются. Кнопка питания находится в идеальном месте, большой палец правой руки ложится прямо в нужное место. На левом торце расположился лоток для SIM-карт и карточки памяти. У Galaxy M20 лоток не гибридный, а полноценный для одновременного использования двух SIM-карт и карты памяти, что несомненно хорошо, кому-то это явно пригодится. Сверху ничего нет, кроме микрофона шумоподавления, а в нижней части классическая самсунговская комбо, джек 3,5 мм, динамик и USB Type-C. На задней стороне расположился странный овальной формы сканер отпечатка пальцев, двойная камера и модуль NFC для бесконтактной оплаты через Samsung или Google Pay. Камера, кстати, не выпирает, что при толщине устройства выше среднего неудивительно. А вот сканер мало того, что странной формы, лично мне круглый больше нравится, но дело в том, что он находится немного выше того места, где он должен был быть. Вот, смотрите, я беру телефон в руку, и указательный палец у меня ложится ровно на сантиметр ниже. В первое время это реально напрягало, но где-то через 2 недели я привык, что сканер находится выше, чем обычно. Тем не менее, это явный дизайнерский прокол. Второй минус по дизайну – это разговорный динамик. Он немного утоплен, и за месяц у меня там уже скопилось немного пыли. В любом случае, чем дальше, тем сильнее он будет забиваться. И третий минус – это слабое олеофобное покрытие. Но нужно признать, что у других смартфонов в этой ценовой категории дела в этом плане обстоят не лучше. Поэтому просто заметка, что пальцу сложно скользить по экрану. Переходим к дисплею. В Galaxy M20 стоит 6,3 дюйма Infinity V дисплей. И для тех, кто не в курсе, Infinity V он по форме выреза в экране. Есть еще Infinity U и Infinity O дисплей. Это так, к слову. Соотношение сторон 19,5 к 9 и разрешение составляет Full HD+, то есть 2340 на 1080 пикселей. А вот тип матрицы не AMOLED и не IPS, а TFT. На бумаге TFT матрица немного уступает IPS по спецификациям, по крайней мере так было раньше. Но конкретно в случае Galaxy M20 вообще все равно какая-то матрица, потому что она шикарная. Цвета сочные и под углами она не выцветает, но правда нельзя регулировать цвета и цветовую температуру, как на других моделях Samsung. И скорее всего хорошо, что не поставили дешевый AMOLED, потому что был бы шим и глаза уставали бы. Даже в более дорогом Galaxy A50 шим присутствует. А здесь смотри на дисплей сколько хочешь и глаза вообще не устают. Дисплей у Galaxy M20 яркий. И очень хорошо, что в 9-м андроиде устранили проблему с минимальной яркостью, потому что на 8-м андроиде она составляла где-то 30% от текущей яркости на 9-м андроиде. И когда ты пользовался телефоном в ночи, это было вообще нереально. И инженеры Samsung молодцы, что исправили эту проблему. Поговорим про быстродействие телефона и его производительность. Для любителей синтетики вот цифры из Antutu и Geekbench 4. В M20 установлен очень средненький процессор Exynos 7904, и в моей модели на 32 гигабайта постоянной памяти стоит 3 гигабайта оперативки, поэтому цифры здесь не выдающиеся. Как дела обстоят на самом деле? Моя, по сути, единственная претензия состоит в том, что он непростительно долго выходит из спящего режима. То есть, если даже 5 минут полежит без действия, то когда разблокируешь, проходит где-то 1,5-2 секунды, чтобы экран загорелся. Кину спойлер, у меня скоро будет обзор на телефон от всем любимой компании за 4000 рублей, и даже там телефон выходит из спящего режима намного быстрее. Но несмотря на то, что Samsung Galaxy M20 просыпается долго, тем не менее, в повседневной жизни и обычной работе он справляется неплохо. Приложения,
естественно, открываются не мгновенно, но в том же Instagram при скролле тормозов нет, в Twitter тоже. В играх не лагает и не греется, что очень важно. В простецкой Subway Surface, например, все идеально, а в более тяжелых PUBG Mobile или Asphalt 8, конечно, на максимальной графике не поиграешь, но на минимальной 30 FPS вытягивает без проседаний. Что касается скорости сканера отпечатка пальцев, то он относительно быстрый, но из-за того, что телефон долго пробуждается, кажется, что он здесь медленный. И если в Android 8 нужно было каждый раз немного страдать с разблокировкой по отпечатку пальца, потому что это все равно быстрее, чем вводить пароль, то в One UI хотя бы в дополнение появилась разблокировка по лицу. И в некоторых сценариях он срабатывает быстрее, чем сканер отпечатка. Осталось рассказать про камеру и автономность. Samsung Galaxy M20 стоит два модуля камеры. Первый обычный на 13 мегапикселей с апертурой f1.9, а второй широкоугольный уже на 5 мегапикселей с апертурой f2.2 и также одна фронтальная камера на 8 мегапикселей с апертурой f2.0. Для тех, кто не знает, апертура обозначает цветочувствительность, и чем она ниже, тем соответственно лучше. Я сейчас буду показывать множество примеров Samsung Galaxy M20 и Xiaomi Mi A1, и у Xiaomi я использовал стандартное приложение, не Google камер. Но перед этим хочется выделить быстрый запуск камеры у Galaxy M20 по двойному нажатию на клавишу питания. Очень порадовало, что не тормозит, как на некоторых других моделях. На самом деле у всех Samsung есть черта завышать экспозицию в кадре и смешивать светлые и темные участки фото, тем самым делая картинку менее контрастной, но светлой. И как показывает опыт и даже конкурс среди камер у MKBHD между смартфонами, где второе место занял Pocophone, который вообще был добавлен по приколу. Людям больше нравятся более светлые фотографии, и в Samsung, мне кажется, не просто так завышают экспозицию, а именно с этим расчетом. Днем фотографии получаются хорошими, цвета не вырвиглазные и детализация также неплохая. А также днем в дополнение к обычному модулю можно воспользоваться широкоугольным объективом. Да, у него хуже детализация и цвета тусклее, но он может дать новый взгляд на какие-то привычные вещи. Естественно, что его не нужно применять везде и всегда. На моих примерах я просто показываю разницу между обычным модулем и широким. Но то, что здесь стоит не телеобъектив, а широкий модуль, как по мне, намного лучше. Фронталка, кстати, очень неплохая. Мне нравится в Samsung то, что против солнца они выделяют лицо человека. Мне даже нажимать никуда не нужно. На Xiaomi в родном приложении, например, нужно фокусироваться на себя, иначе фото будет темным. Портреты получаются неплохими. Алгоритмы Samsung неплохо вырезают человека. И портретный режим, кстати, работает как на основном модуле камеры, так и на фронталке. Но, как и во всех среднебюджетных смартфонах, вечером фотографии будут получаться заметно хуже. Если снимать уже прям поздно вечером, то, естественно, будут шумы и смазы. Без этого, к сожалению, никуда. А широкий угол вообще лучше вечером не применять, потому что он не светосильный. Я об этом сказал в самом начале, когда мы говорили о фото. У него стоит апертура f2.2. И фотки будут получаться очень темными. Что касается характеристик, то на Xiaomi Mi A1 можно снимать видео вплоть до 4К, в то время как на Samsung Galaxy M20 можно снимать всего лишь Full HD. Но если смотреть чисто на картинку при записи видео на телефоне, то на Samsung она у меня выглядит четко, я вижу буквально каждую деталь на картинке, в то время как на Xiaomi она какая-то, мне не знаю, нечеткая, состоит из пикселей, это прям явно видно. Но также, что касается стабилизации, то я сейчас иду абсолютно спокойнейшим шагом, руки у меня не трясутся. Но если смотреть чисто на картинку, то на Samsung она выглядит более плавно, потому что на Xiaomi, я не знаю, как будто бы вот каждое мое движение руки передается, а на Samsung нет, она как-то более плавно выглядит и органично, мне это больше нравится, по крайней мере, на первый взгляд. Посмотрим, что получится на результат. Ну а теперь настала очередь фронталки. И сразу же обратите внимание на то, как у нас Samsung и Xiaomi обращаются с экспозицией, то есть с светом. Я на Samsung себя вижу абсолютно четко, ясно, в то время как на Xiaomi, не знаю, света как будто бы недостаточно, я снимаю в каких-то вот очень уже поздних сумерках. Но обратите внимание, если я сделаю так, то меня видно хорошо. Если я перевожу вот смартфон на уровень глаз, то все, меня снова видно плохо. Давайте сделаем снизу. Опять видно, в принципе, неплохо. Перевожу на глаза, опять очень все темно. Перевожу сверху, нормально. Солнце, как видите, стоит у нас сзади, но Samsung это не мешает, чтобы меня снимало нормально, а Xiaomi с этим не справляется. Ну и еще один немаловажный факт, друзья, смотрите, сейчас я снимаю на основной модуль на Samsung Galaxy M20, вот так вот вы видите картинку, а теперь сейчас я переключусь на широкий модуль. Опс, и мы на широком модуле, и смотрите, как у нас преображается картинка, как намного больше деталей попадает в кадр, и это на самом деле широкий модуль, это прям, я не знаю, что-то нечто. Я вообще хочу, чтобы на всех смартфонах стоял широкий угол, потому что это реально дает новые возможности при камере, при съемке как обычной фотографии, так и при видео. Ну и, конечно же, нужно не забыть рассказать про автономность. Это именно то, на чем Galaxy M20 делает акцент с его батареей на 5000 мАч. Это очень внушительная цифра для смартфона. Если использовать смартфон для просмотра видео, мессенджеров, браузера и немного фото с видео, то есть самого среднестатистического использования, то экрана всегда будет хватать минимум на 8, а то и на 9 часов экрана, что в принципе тянет на 2 дня работы, если не зависать в телефоне целый день.
Конечно же, если бы здесь стояла AMOLED-матрица, то с темной темой One UI можно было еще где-то смело прибавить полчаса, либо час экрана. Но, как по мне, лучше экран без шима. Да, и к тому же 8-9 часов экрана, вот даже с этой матрицей, вполне за глаза. На самом деле это такой кайф, когда у тебя большая батарея, потому что ты совсем не переживаешь, что у тебя смартфон может умереть до конца рабочего дня. И посмотрите на Galaxy M20. Ну, разве он толстый? Да, конечно же нет. Ну, толще на 1,5-2 мм, чем другие смартфоны с меньшим объемом батареи. Зато работает значительно дольше, да, и, как по мне, в руке лежит намного лучше, нежели чем вот эти вот тонкие-тонкие смартфоны, которые прям впиваются тебе в руку. Но это уже дело вкуса. Подводя итоги, за 11,5 тысяч рублей, которые сейчас стоит Galaxy M20, это реально очень хороший телефон. Во-первых, у него отличнейший дисплей, хорошая камера, как для этого класса устройств, и просто замечательная автономность. Конечно, быстродействия немножко не хватает, особенно выхода из спящего режима, но, блин, в One UI Android 9 починили как минимум минимальную яркость и очень многие другие проблемы. Может быть, и это исправят. По крайней мере, прям вот таких вот страшных лагов за ним замечено не было. Ссылки на Яндекс.Маркет и ТМО, где можно купить Galaxy M20, будут в описании под видео. Смотрите уже сами, где покупать его выгоднее. Для детей и пожилых людей, как мне кажется, это просто отличнейший выбор. Если у вас остались какие-то вопросы по Galaxy M20, то обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь на все ответить. Ну а также огромное спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Как обычно, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.